Добрый день, мои хорошие! Хочу сегодня предложить вам связать вот такую прелесть, связанную японским узором по книге Хитоми Шида, узорчик. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Итак, мои хорошие, мы будем вязать сегодня вот такой интересный японский узор. Видите, у меня есть такая специальная книга японских узоров. Хитоми Шида ее автор. И здесь очень большое количество японских узоров. Очень толстая книжечка. Вот такая, видите, какая толщина у нее. Вот. И, в общем-то, здесь... Наверное, это сборник, наверное, всех ее узоров, которые она смогла разработать в своей жизни, да. Смотрите, как грандиозно это все красиво выглядит. Но нас будет сегодня интересовать только вот этот узор. Вот этот конкретно. Так, и я сделала увеличенную схему. Вот такая схема. И сейчас мы будем по этой схеме, собственно говоря, и работать. У нас получается по схеме 19 петель у нас ширина нашего ажурного узора. Вот она выглядит как. И высоту это 40 рядов. Здесь будут вязаться и изнаночные, и лицевые ряды. То есть здесь нужно будет вот так поворотными рядами вязать во всех рядах по схеме. Да, узор, конечно, не легкий, сразу вам скажу. Но зато результат, по-моему, выдающийся. Очень красиво все это смотрится. Для вязания данного узора я буду набирать на спице 3,5 27 петель. Объясняю, с чем это связано. 19 петель раппорт узора, по 3 петли изнаночные гладь у меня будет с двух сторон для симметрии, и 2 петли это кромочная. Итого 27. Обычным способом я набираю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 и так далее. Вяжем с вами первый ряд. Значит, у нас первые идут. Первая кромочная, провязываем лицевой, 3 изнаночные вяжем, 1, 2, 3. Дальше, собственно, сам наш раппорт начинается с накида, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, так, дальше идет лицевая, накид, изнаночная. Дальше идет накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, опять идут 3 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,
В моем случае я меняю местами. Лицевая, накид и 3 изнаночные. Это не входит в раппорт, я уже говорила, это петельки, изнаночная гладь, чтобы для симметрии. Так, следующий ряд переворачиваем, это ряд номер 2 будет у нас по схеме. Схему читаем слева направо и прямо таки вяжем. Первая у нас идет с вами лицевая, то есть идут 3 лицевые, да, это наша изнаночная гладь. Дальше начинается раппорт. Первая лицевая, но смотрите, у нас здесь идет с вами, смотрим наш узор, видите, у нас здесь с вами идет лицевая гладь, то есть здесь схема идет наоборот. Там, где мы видим с вами, нам показана лицевая сторона узора, да? То есть мы должны вязать с вами наоборот. Здесь у нас вся лицевая гладь представлена. То есть мы с вами вяжем изнаночная, накид, изнаночная. Дальше 2 вместе у нас идут с вами изнаночной за передние стенки. Дальше идет с вами лицевая, 2 вместе изнаночной за задние стенки, изнаночная, накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, накид, изнаночная, 2 вместе лицевой за передние стенки. Дальше идет лицевая, 2 вместе лицевой, получается за задние стеночки. Изнаночная, накид, изнаночная. И 3 лицевые, это у нас наша изнаночная гладь. Третий ряд вяжем. Так, схему читаем с права налево. Первые 3 изнаночные петли, изнаночная гладь. Вяжем первые 2 лицевые, накид, лицевая, 3 вместе лицевой. Лицевая, накид, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, накид, лицевая, 3 вместе лицевой, меняю, значит, первые 2 и вот эту третью местами, так чтобы третья оказалась поверх этих 2 первых, и провязываю как 3 вместе лицевой. Вот таким образом. Лицевая, накид, 2 лицевые, раппорт связали и 3 петли изнаночные, гладь. Кромочные тоже вяжем изнаночные. Так, 4-й ряд у нас с вами. Схему читаем слева направо. 3 лицевые, это изнаночная гладь. Начинаем раппорт. 3 изнаночные, накид, изнаночная, 2 вместе изнаночной за передние стенки. Дальше 3 изнаночные. Лицевая, 3 изнаночные. 2 вместе изнаночной за задние стенки. Изнаночная, накид, 3 изнаночные, раппорт провязали,
остались у нас с вами 3 лицевые изнаночные глади и кромочные. У нас с вами 5-й ряд. Вяжем 3 изнаночные, это наша с вами изнаночная гладь. Начинаем раппорт. 4 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, меняю петельки местами. Так. Дальше лицевая, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, и раппорт закончили, провязали еще 3 петли изнаночной глади. Так, следующий у нас ряд с вами изнаночный, переворачиваем, схему читаем, это 6-й ряд, схему читаем слева направо, вяжем 5 лицевых, это изнаночная гладь на 3 лицевые, дальше вяжем 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. Дальше вяжем накид, изнаночная, 2 вместе изнаночные за передней стенки, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 вместе изнаночные за задней стенки, изнаночная. Все время вот из этого накида уходит из нашей петелька. Так, изнаночная. Дальше накид и 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. Раппорт провязали. У нас с вами осталась изнаночная гладь на 3 лицевых здесь, и мы делаем кромочную. Так, следующий у нас с вами ряд 7. Вяжем опять 3 петли изнаночной гладь, 3 изнаночные. И дальше у нас начинается раппорт. Делаем накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, изнаночная, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид и 3 изнаночные, кромочная. Так, 8-й ряд вяжем. 3 лицевые. Начинаем раппорт вязать. 1 изнаночная, накид, изнаночная. Дальше вяжем 2 вместе изнаночной за передние стенки, изнаночные. Дальше вяжем 2 вместе изнаночные за задние стенки, изнаночная. Так, дальше у нас идет изнаночная, накид, изнаночная, лицевая, дальше идет изнаночная, накид, изнаночная, 2 вместе за изнаночные за передние стенки, изнаночная, 2 вместе изнаночные за задние стенки, изнаночная и накид, изнаночная. И у нас с вами идет 3 лицевые, кромочные.
9 ряд. 3 изнаночные. Вяжем раппорт с вами. 2 лицевые. Накид, лицевая. 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Меняю петли местами. Смотрите, 2 у меня идут за работой, это перед работой, 3. Вот так. 3 вместе. Дальше идет лицевая, накид, 2 лицевые, шишечка. Девочки, я вяжу шишечку крючком. Вы как хотите. Можете вообще ее не вязать. Здесь вообще-то бусинка должна быть, да? Но у меня ее нет, я буду вязать шишечку. Показываю, я ее вот так крючочком вяжу. 1, вытягиваю 2, 3, 4 раза вытянула, не снимая петлю, провязала, через все 4 протянула, еще раз крючочком, после этого спустила петельку, вот так переворачиваю наше с вами вязание, зацепляю за заднюю дужечку и еще раз вот так крючочком зацепила, вот так она у нас получилась, шишечка. И, девочки, не делайте ее расслабленной очень, вязание не должно быть рыхлым, иначе шишечка будет некрасивая. Так, и мы, в общем-то, связали эту шишечку, да. Дальше вяжем опять 2 лицевые, накид, лицевая, 3 вместе у нас идут лицевой с наклоном влево, лицевая, накид и 2 лицевые. Раппорт связали, остались у нас 3 изнаночные, кромочные. Вяжем 10 ряд. У нас с вами первые 3 лицевые идут, как обычно. Начинаем раппорт. 3 изнаночные, 2 вместе изнаночные за передние стенки, за задние стенки, правильно я все делаю, так. Дальше идет изнаночная, накид, 3 изнаночные, лицевая, 3 изнаночные, накид, изнаночная, 2 вместе изнаночной за передние стенки. И 3 изнаночные. Раппорт провязали, 3 лицевые за раппортом, кромочная. У нас с вами 11 ряд. Первые 3 изнаночные вяжем. Далее идет раппорт 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, меняем петельки местами, 2 поверх 1. Далее у нас идет лицевая, накид, 2 лицевые, вяжем шишечку, с вами. 1, 2, 3, 4. Вы можете шишечку вязать спицами. Вариантов вязания шишечек очень много. Вот именно так шишечки вяжут японские мастерицы. Это я у них подглядела. Так, лицевая, изнаночная, лицевая. И у нас еще одна шишечка. Вяжем шишечку. 1, вытянули ниточку, сделали накид, 2, 3, 4, вытянули раза, провязали через все 4, зафиксировали и сзади за вот эту дужку еще вытянули. Шишечки ведь можно и не делать, да? Да. Но узор будет не такой. 1, 2, 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые. За раппортом вяжем 3 изнаночные, кромочную.
У нас с вами 12 ряд. Вяжем 12 ряд. Первые 3 лицевые. Начинаем раппорт. Первая изнаночная. 2 вместе изнаночной у нас за заднюю стеночку. Затем идет изнаночная, накид, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. Дальше у нас идет лицевая, снова 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, накид, изнаночная и 2 вместе изнаночные за переднюю стеночку, изнаночная. Раппорт провязали, за раппортом вяжем 3 лицевые, кромочная. Вяжем 13 с вами ряд. Первые 3 изнаночные. Начинаем раппорт. Раппорт. Первая накид у нас идет, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, меняем петельки местами в моем случае, лицевая, накид, изнаночная, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид и за накид, за раппортом вяжем 3 изнаночные. Сейчас у нас с вами 14 ряд. Вяжем с вами первые 3 лицевые, начинаем раппорт. Первая изнаночная, накид, изнаночная, 2 вместе изнаночные за передние стенки, изнаночная, 2 вместе изнаночные за задние стенки, изнаночная, накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, накид, изнаночная, 2 вместе изнаночные за передние стенки, снова изнаночная, 2 вместе изнаночные за задние стенки, изнаночная, накид, изнаночная. Раппорт провязали, вяжем 3 лицевые за раппортом, кромочная. У нас с вами 15 ряд. Вяжем первые 3 изнаночные, начинаем раппорт. Первые 2 лицевые, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево, просто 3 вместе лицевой, лицевая, накид, 2 лицевые, делаем шишечку, вяжем шишечку, 1, 2, 3, 4. Переснимаем петельку. Дальше у нас идут с вами 2 лицевые, накид, лицевая, затем 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Мы меняем петельки местами. Первые 2 за работой, 3 перед работой. Вот так поменяли, связали 3 вместе лицевой. Дальше идет лицевая, накид и 2 лицевые. За раппортом вяжем 3 изнаночные. У нас с вами 16 ряд вяжется. В 16 ряду первые 3 лицевые, начинаем раппорт вязать с вами. Вяжем 3 лицевые, 3 изнаночные, то есть у нас 3 изнаночные первые,
накид, изнаночная, 2 вместе изнаночные за передние стенки, затем у нас идут с вами 3 изнаночные, 1, 2, 3, лицевая, снова 3 изнаночные, 1, 2, 3, 2 вместе изнаночные за задние стеночки, изнаночная, накид, 3 изнаночные, 1, 2, 3. И за раппортом мы вяжем 3 лицевые кромочные. В 17 ряду вяжем первые 3 изнаночные, начинаем раппорт, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, шишечка, вяжем шишечку, так, далее лицевая, изнаночная, лицевая, снова шишечку вяжем. Так, провязали шишечку, и у нас идут с вами 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. И за раппортом у нас 3 изнаночные, кромочные. Вяжем 18 ряд. Первые у нас идут с вами 3 лицевые, начинаем раппорт, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5 изнаночных, накид, изнаночная, 2 вместе изнаночные за передние стеночки, дальше вяжем изнаночную, лицевая, снова изнаночная, 2 вместе изнаночные за задние стеночки, изнаночная, накид и 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. И у нас с вами за раппортом 3 лицевые, кромочные. 19 с вами ряд. Снова изнаночные 3. Начали раппорт. Первый накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, изнаночная, снова накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, раппорт закончили, вяжем 3 изнаночные. У нас с вами 20 ряд. 20 ряд вяжем
3 лицевые я сделала, начинаем раппорт узора. Первая изнаночная, накид, снова изнаночная. Дальше 2 вместе изнаночные за передние стенки, изнаночная, 2 вместе изнаночные за задние стенки, изнаночная, накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, накид, изнаночная, 2 вместе изнаночные за передние стенки, давайте вначале за передние, затем идет опять изнаночная, и вот теперь 2 вместе за задние стенки изнаночной, просто изнаночная, накид и изнаночная. Раппорт связали, осталось у нас с вами 3 лицевые за раппортом и кромочная. 21 ряд. Вяжем 21 ряд, 3 изнаночные, начинаем раппорт. Скрещенная лицевая, это значит, что мы вот так берем с вами, не как обычно петельку, я бабушкиным методом вяжу за заднюю стенку, а теперь я буду вязать лицевую скрещенную за переднюю стенку. Дальше идет изнаночная, накид, лицевая, 3 вместе с наклоном вправо, меняю первые 2 и третью местами, вяжу как 3 вместе лицевой. Лицевая, накид, изнаночная, скрещенная лицевая, снова изнаночная, снова скрещенная лицевая, снова изнаночная, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, изнаночная, скрещенная лицевая. И раппорт заканчивается, 3 изнаночные за раппортом вяжем. Так, 22 ряд. Переворачиваем, вяжем. Идут у нас с вами 3 лицевые и раппорт начинается. Скрещенная изнаночная. Скрещенная изнаночная, это значит, что я ее буду вязать за заднюю стенку, потому что всегда за переднюю вязал. То есть наоборот, да? Вяжем скрещенная изнаночная, лицевая, просто изнаночная, 2 вместе изнаночные за заднюю стенку, изнаночная, дальше накид, изнаночная, лицевая, затем идет скрещенная изнаночная за заднюю стенку, снова лицевая, скрещенная задняя, изнаночная за заднюю стенку, снова лицевая, просто изнаночная, накид, изнаночная. Дальше вяжем с вами 2 вместе изнаночные за переднюю стенку, просто изнаночная, лицевая и скрещенная изнаночная. Связали раппорт и вяжем 3 лицевые, кромочные. Двадцать третий ряд. Вяжем 3 изнаночные, делаем накид. И у нас с вами 3 вместе получается лицевой с наклоном влево. Дальше 3 изнаночные. 1, 2, 3. Скрещенная
лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. Так, сколько у нас их получилось? Должно быть 4. Раз, два, три. И еще раз скрещенная лицевая. За, вот так перекручиваем, я ее за переднюю стенку вяжу. Так. И у нас идут 3 изнаночные. Раз, два, три. И 3 вместе. Лицевой с наклоном вправо, меняем петельки местами. Таким образом вяжем и накид. Все, раппорт закончен. 3 изнаночные. Двадцать 24 ряд вяжем. Так, ну как всегда у нас 3 лицевые в изнаночном ряду. Первый у нас идет с вами, получается, изнаночная, накид, скрещенная изнаночная, три лицевые, снова скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, 3 лицевые, скрещенная изнаночная, накид и 1 получается изнаночная. С вами раппорт закончен. Вяжем 3 лицевые, кромочная. 25 ряд у нас. Вяжем следующим образом. 3 получается изнаночная, начинаем раппорт. Так, лицевая скрещенная вяжем за переднюю стеночку, изнаночная, лицевая скрещенная, 3 изнаночные, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 3 изнаночные, лицевая скрещенная, изнаночная и лицевая скрещенная. Раппорт закончен. Вяжем 3 изнаночные. Вот так смотрится наш узорчик. Переворачиваем. 26 ряд у нас. 26. Опять у нас 3 лицевые. Раппорт начинаем. Изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 3 лицевые, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 3 лицевые, снова изнаночная скрещенная, лицевая и снова изнаночная скрещенная. Раппорт закончен. 3 лицевые. Двадцать 27 ряд. Вяжем 27 ряд. 3 изнаночные. Начинаем раппорт вязать. 3 вместе у нас с вами лицевой с наклоном вправо. Поменяли первую, вторую местами с третьей. Третья поверх них легла. Дальше вяжем накид. 3 изнаночные. Скрещенная лицевая. Изнаночная, скрещенная лицевая. Изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая,
3 изнаночные, накид, и у нас с вами 3 вместе лицевой с наклоном получается влево. Вот так. Просто провязали 3 вместе лицевой. Раппорт закончен, 3 лицевые, 3, то есть изнаночные. Так, связали. Дальше у нас идет с вами 28 ряд. Это изнаночный ряд. Вяжем с вами, как всегда, 3 лицевые и начинаем раппорт вязать. У нас с вами изнаночная скрещенная, накид. Дальше вяжем изнаночная. Так, и у нас идут 3 лицевые, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, дальше идут 3 лицевые, дальше идет у нас изнаночная, накид, изнаночная скрещенная. Раппорт закончен, вяжем 3 лицевые, кромочная. Двадцать 29 ряд. Начинаем с вами вязать с 3 изнаночных, раппорт вяжем. Лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 3 изнаночные, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 3 изнаночные, лицевая скрещенная, изнаночная и лицевая скрещенная. Раппорт закончен, 3 изнаночные, кромочные. У нас с вами 30 ряд. Вяжем 3 лицевые, начинаем раппорт. Изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 3 лицевые, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, снова изнаночная скрещенная, 3 лицевые, изнаночная скрещенная, лицевая, и заканчиваем раппорт изнаночной скрещенной. И у нас с вами 3 после раппорта лицевые, кромочные. Тридцать 31 ряд. Вяжем 3 изнаночные в начале ряда и начинаем раппорт. Накид, 3 вместе, лицевой с наклоном влево, просто 3 вместе я провязала. Дальше вяжем 3 изнаночные. Дальше идет лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 3 изнаночные, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, меняю местами, 2 первые за работой, 3 на них накидывается, провязываем 3 вместе лицевой. Вяжем накид, раппорт закончен, и 3 изнаночные, кромочные. Тридцать 32 ряд вяжем. Как всегда у нас идут с вами вот такие вот
3 лицевые, и начинается раппорт. Первая идет изнаночная, накид. Дальше идет изнаночная скрещенная, 3 лицевые, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 3 лицевые, изнаночная скрещенная, накид, изнаночная. Раппорт закончен. 3 лицевые, кромочная. За раппортом. У нас с вами 33 ряд. Вяжем с вами первые 3 изнаночные, как обычно. Далее у нас идет с вами начало раппорта. Скрещенная, лицевая, изнаночная, снова скрещенная, лицевая. Дальше 3 изнаночные. 1, 2, 3. Теперь смотрите внимательно. Первую провязываем. Так, в общем, нам надо сделать, поменять их местами. Эту провязываем как лицевую, а эту лицевой скрещенной. Вот так. Все, поменяли местами. Опять идет лицевая скрещенная, идет изнаночная, снова идет лицевая скрещенная. Так. И здесь снова меняем местами петельки. Вот таким образом. И провязываю вот эту первую я скрещенная, а это просто лицевая. Дальше идут 3 изнаночные, скрещенная, лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая. И раппорт закончен, 3 изнаночные вяжем. Вот так. Переворачиваем вязание. 34 ряд у нас с вами идет. Вяжем с вами первые 3 лицевые, как обычно. Начинаем раппорт. Раппорт начинаем снова с изнаночной скрещенной, лицевая, опять изнаночная скрещенная. Дальше у нас вяжутся 3 лицевые. Дальше вяжутся 2 изнаночные скрещенные, лицевая, снова 2 изнаночные скрещенные, снова 4 лицевые, да, опять изнаночная скрещенная, дальше идет лицевая и снова изнаночная скрещенная. Раппорт провязали, вяжем за раппортом 3 лицевые, кромочная. Далее у нас идет 35 ряд. Вяжем с вами 35 ряд. Значит, у нас первые идут 3 изнаночные. Дальше у нас идут с вами 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Меняем местами первые 2 за работой, 3 перед работой. Вот так мы поменяли, провязали 3 вместе лицевой. Делаем накид, 4 изнаночные. Теперь вот эти 5 петель будем сейчас с вами провязывать как 2 скрещенные. Вот так, значит, 2 лицевые скрещенные, изнаночная, снова 2 лицевые скрещенные. Теперь нам необходимо с вами против часовой стрелки обернуть. Мы возвращаем на левую спицу, нить вот так у нас перед работой, на левую спицу я возвращаю эти 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5.
Оборачиваю ниточку, вот так, спицу. Раз, обернула. Вообще тут, конечно, нужна дополнительная спица. Раз, обернула. Еще раз также ниточку сюда возвращаю на левую спицу. Второй раз обернула. Надо 3 раза обернуть, девочки. Снова возвращаю на правую спицу. Снова вот так оборачиваю нить перед работой. Снова на левую перебрасываю. И 3-й раз оборачиваю. Все. На этом обернули. И просто вернули наши петельки, уже провязаны же они были, да? Просто вернули их на правую спицу. 3 раза так проделали. Дальше вяжем с вами 4 изнаночные, накид и 3 вместе лицевой с наклоном влево. Просто так провязали. Все, раппорт закончен. Провязали 3 изнаночные, кромочную. Так, у нас идет с вами 36-й четный ряд, он изнаночный. Мы вяжем с вами, значит, у нас идут с вами 3 лицевые, да, и начинаем с вами вязать раппорт. Так, у нас идут с вами изнаночная скрещенная, накид. Дальше идет у нас с вами изнаночная, 4 лицевые. Далее идут с вами у нас 2 изнаночные. Раз, 2, лицевая. Снова 2 изнаночные. 4 лицевые. Снова изнаночная, накид и скрещенная изнаночная. Раппорт закончен. Вяжем 3 лицевые в конце и кромочная. Так, 37 ряд вяжем. И у нас с вами опять первые 3 изнаночные перед раппортом. Вяжем раппорт. Накид, лицевая. Просто лицевая, уже не скрещенная. Дальше 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 изнаночные. Раз, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Меняем петельки местами. Провязали 2 вместе лицевой. Лицевая, изнаночная. Так, девочки, я пропустила накид. Лицевая, накид, изнаночная, накид, лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 изнаночные. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая и накид. Раппорт закончен. Вяжем 3 изнаночные в конце ряда. Переворачиваем вязание. 38 ряд. Вяжем. В начале ряда у нас 3 вспомогательные, да, лицевые. Начинаем ряд вязать. Первая изнаночная, накид. Опять изнаночная. 2 вместе изнаночной за передней стенки. Лицевая. Снова 2 вместе изнаночной за задней стенки. Изнаночная. Накид. Изнаночная. Лицевая. Изнаночная. Накид. Изнаночная. 2 вместе изнаночные за передние стеночки. Затем лицевая, 2 вместе изнаночные за задние стеночки. Снова изнаночная, накид, изнаночная.
Провязали раппорт, и у нас с вами 3 лицевые в конце, кромочные. Вяжем 39 ряд. У нас с вами 3 изнаночные в начале. Начинаем раппорт. 2 лицевые, накид, лицевая. 3 вместе лицевой с наклоном влево. Далее вяжем лицевая, накид, 2 лицевые, изнаночная, снова 2 лицевые, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая, накид, 2 лицевые. Раппорт провязали, в конце ряда 3 изнаночные. 40-й у нас с вами ряд, это последний ряд в раппорте. Далее вяжем с первого ряда. И у нас с вами идут первые, значит, 3 лицевые провязали. Первый раппорт вяжем. Первые 3 изнаночные, накид, снова изнаночная, 2 вместе изнаночные за передние стенки. Затем идут 3 изнаночные, лицевая, 3 изнаночные, 2 вместе изнаночные за задние стенки. Дальше идет у нас изнаночная, накид и 3 изнаночные. Связали полный раппорт и за раппортом 3 лицевые, кромочные. Теперь нам нужно будет вязать с первого ряда. Вот так выглядит наш узор. Красивый очень узор получается. Мне очень нравится этот узор. Так. Очень красивый узор. Девчонки очень красивые. Так, наша задача, девочки, сейчас сделать влажную тепловую обработку и измерить плотность нашего образца. Вот так я его горячим паром обдаю. Вот таким образом распределяю его по ровной поверхности. Даю ему вот так высохнуть, чтобы он у нас вот так вытянулся, как будто мы его постирали, да. Он сейчас очень пластичный. Его можно даже вот так перевернуть. И еще с изнаночной стороны также его паром обдать горячим. Он еще лучше будет себя вести. Пусть сохнет. Это красота. Девочки, я померила, у нас с вами получается 14 сантиметров наш образец. 14, вот везде 14. Так, и мы с вами набирали 27 петелек, да, помните? И сейчас мы поделим все это на 14 сантиметров измеренных. Получается у нас плотность 1,9. Я записываю эту плотность себе. Мы будем расчеты благодаря этой плотности считать. Значит, пишем в 1 сантиметре 1,9 петли. Вот эта волшебная циферка пройдет у нас сквозь все расчеты. Теперь по вертикали давайте тоже померяем плотность. По вертикали я меряю, значит, сколько у нас умещается в образце. Так, здесь у меня 23 сантиметра. И в образце я связала. Сейчас посчитаем. В вертикали, как видите, я здесь довязала, чтобы для симметрии был красивый узор, да, и у меня получилось 57 рядов. 57 рядов. Девочки, 57 рядов, также по аналогии
57 поделить на 23 измеренных наших сантиметра. Получается по плотности, по вертикали у нас 2,4, да? Но 2 можно... Так, а теперь я хотела бы объяснить вам, мои хорошие, как нам следует с вами составить описание, исходя из нашей полученной плотности. Так, и в общем, линейка, не знаю, зачем она мне тут сейчас не нужна. И вот смотрите, значит, я составляю описание на 46 размер, но вы без труда сейчас поймете, 44-46 у меня размер получается, это минимальный, да, и вы без труда поймете, как сделать на больший размер, то есть я начинаю с оптимального маленького размера, да. И вот смотрите, значит, ширина спинки у меня 49 сантиметров. 49 я умножаю на плотность 1,9 петель. 49 я умножаю на 1,9. Получается 93 петли. Мне нужно будет набрать на спинку и перед, они одинаково, да? 93 петли. Так, мои хорошие, 93 петли. Это значит, получается, сколько у нас надо посчитать уместиться раппортов. Вот в этих 93 петлях. Теперь давайте определимся с раппортом. Но то, что ширина нашего узора составляет 19 петель, это вы помните, да? И плюс 3 петли мы брали с вами изнаночные. Вот она у нас с двух сторон 3 изнаночные имеет, этот узорчик. Поэтому мы с вами делаем следующим образом. Значит, это 19 петель раппорта. Прибавляю 3 петли изнаночных. Получается 22 петли. Это наш раппорт будет. 3 изнаночных у нас будут идти перед нашим раппортом. То есть вот здесь будут располагаться 3 изнаночные. Вот где сейчас тут 2 изнаночные, вот здесь будут, значит, у нас 3 изнаночные, затем будет начинаться, собственно, сам ажурный узор. И так далее. Да, опять 3 изнаночные, опять идет ажурный узор. Так, это мы поняли, определились. Теперь, значит, зная ширину раппорта, плюс 3 петли у нас идут для симметрии, плюс 3 изнаночные для симметрии. Мы с вами 93 давайте поделим на 22 и узнаем целое число раппортов, которые у нас умещаются в этих петельках. У меня уместилось 4 раппорта, то есть целое число здесь 4. Определяем. 4 раппорта у нас точно должно быть присутствовать в нашем узоре по спинке. Ну, в общем-то, вообще в нашем узоре. Я потом вам расскажу про спинку и перед, как я планирую сделать описание, а вы уж там сами решите. Так, 4 раппорта у нас с вами будет узора ажурного и плюс 3 петли для симметрии. Да? 4 раппорта целиком 4 умножить на 22 составляет 88 петель. То есть 4 раппорта равно 88 петелькам плюс 3 для симметрии. Они у нас никуда не делись. 3 изнаночные для симметрии. Да? Это вы поняли. Итого у нас получается 91 петля плюс 2 кромочные. Да? Получаем 93 петли. Вот наши исходные 93 петли, которые мы с вами посчитали по плотности. Вот так у нас распределился узор. Условно я его вот так обычно черчу, да, линия. И как у нас идут друг за другом чередуются раппорты. Раз, два, три, 4. То есть вот я пишу 22, 22, 22, 22, да. Дальше у нас вот здесь идут с вами 3 петли для симметрии. Это изнаночные. Прибавляем, да. И с двух сторон по кромочной. Вот смотрите, пожалуйста, я, в принципе, доступным языком объяснила вам, как располагаются наши узоры. Что такое 22, я вам только что объяснила. Это 3 петли идут перед нашими ажурными петлями. 3 петли изнаночные. Так, все понятно. Дальше, мои хорошие, если вас интересует размер побольше,
Предположим, у нас с вами ширина спинки не 49, а 55 пусть будет, да, пусть будет 55. То же самое аналогично мы делаем. 55 умножаем на 1,9, это наша плотность. Получаем 104 петли. Вот я пишу 55 на 1,9, это 104 петли. Да? Также у нас с вами получается только 4 раппорта умещаются, то есть вот эти неизменные остаются, 91 петля у нас участвует в нашем ажурном узоре, да? То есть из 104 я отнимаю 91 петлю, да? Вы поняли, это 88 нашего раппорта и 3 изнаночных для симметрии. 91 петля, из 104 пишем 104 отнять 91, получаем 13 петель. Я пишу 13 петель. Теперь наша с вами задача эти 13 петель поделить пополам. Ну, по 6 берем, да? 6. Пусть будет 6. 6,5, 6, да? Мы берем 6 с вами петелек изнаночных с двух сторон добавляем. И по одной еще кромочной с двух сторон, плюс 2, да, кромочные. Вот такая у нас с вами получается, значит, история. То есть я рисую, смотрите. Опять у нас идут с вами 4 раппорта. 1, 2, 3, 4. По 22 петли. 1, 2, 3, 4. Да? Нарисовала вот. Далее мы с вами сюда добавляем 3 петли изнаночных для симметрии. С левой стороны. Так, добавили. И по 6 изнаночных у нас идут симметрично с двух сторон. Смотрите, сюда добавляем 6 изнаночных справа, да, и сюда еще я добавляю 6 изнаночных справа, да, и здесь одна кромочная, и здесь одна кромочная. Вот так у нас распределяется. То есть мы с вами расширяем наше полотно за счет изнаночных петель. Как их посчитать, я вам объяснила. Неизменная 91 петля, 4 раппорта, это 4 у нас будут вот этих ажурных дорожки быть по центру располагается. И с двух сторон симметрично располагаем изнаночную гладь. И сколько петель вы считаете самостоятельно под свой размер. Да? То есть прикидываете, сколько у вас будет ширина спинки и прикидываете вот эту вот величину. Теперь по поводу спинки переда. Я смотрю, у девушки связано все единым полотном. Это на маленький размер так можно сделать, да? Очень даже легко. То есть смотрите, как у вас будет распределяться полотно. То есть вы набираете петельки, на круговых спицах будет вязаться, да? И набираете петельки таким образом, что у вас никаких кромочных не будет, да? Не будет кромочных. У вас должно получиться 93 умножить на 2. 93 умножить на 2, 186 петель. 186 петель. Вот так у вас должно распределяться. И петельки будут у вас распределяться следующим образом. У вас сразу пойдет, значит, ставите разделитель, да, между спинкой и передом. То есть у вас стоит галочка, ну, какой-то там ниточку какую-то контрастную помещаете и вяжете от нее. Сразу начинаете с 3 изнаночных, то есть у вас сразу начинается вот этот раппорт. Сразу идет раппорт ажурных, вот этих 4 раза повторяется, да. Затем у вас идет 3 изнаночные, кромочные мы исключаем в этом случае, да, они нам не нужны. Так, и у нас с вами, смотрите, эти 2 петли ушли, получается, а их надо включить в изнаночную гладь. Понимаем, да, о чем я говорю? Поэтому у нас вот здесь будут добавляться по 1 изнаночной. То есть вы должны, девочки, начать вязать не сразу с нашего красивого ажурного узора, а с 1 изнаночной. И после этого только идут у нас ажуры. То есть в этом случае я вам описание составлю,
для 46 размера, а вы сделаете по аналогии там, да, чтобы вот у нас распределить эти узоры. Я просто к чему это все клоню? К тому, что по спинке, я думаю, что нужно сделать изнаночная гладь. Пусть будет по спинке. И только по переду у нас будет идти ажур. Мне кажется, что и тут, и там такой красивый ажур. Ну, это мое личное мнение, хотя вы можете, конечно, сделать ажур и по спинке, в принципе, также симметрично, да? Распределить узоры. Но описание я буду составлять на спинку, связанную изнаночной гладью. Вот так, мои хорошие. А в принципе, конечно же, по спинке этот красивый ажур тоже будет очень эффектно смотреться. Так, по рукавчику тоже составлю небольшое описание. По рукаву для 46 размера вы все по аналогии можете изменить под свой размер. Я вам сказала, как это сделать. Как вы будете, например, делать вычисления по горловине, если кто не знает. Также с использованием плотности. Предположим, у вас горловина составляет там 18 сантиметров, грубо говоря. Умножаете на 1,9. У вас получается, допустим, 34 петли. Да? 34 петли. И вы эти 34 петли для закругления каким-то образом выделяете серединную часть. Ну вот смотрите. Вот у нас вырез горловины идет. Да? У нас вот тут вот надо сделать закругление. Вы выделяете какую-то часть серединную, предположим, 20 петель, да? Вот. И у вас остается 14 петель. То есть здесь 7 петель и здесь 7 петель. С двух сторон симметрично. Их нужно вам будет убавить. Обычно первые 3 петли убавляются, и затем, смотря какая у вас глубина выреза, распределяются оставшиеся 4 петли. Можно 2 раза сделать в каждом втором, убавить по 2, да, оставшиеся. Либо можно, если очень глубокий вырез, то можно сделать 4 раза по одной петле там, да, убавить в каждом втором ряду. То есть это вот так делается по горловине с использованием нашей плотности 1,9 циферки этой. Также и на рукав вы тоже смотрите, сколько там у вас уходит по ширине, да. Ну, в общем, предположим, рукав там составляет, грубо говоря, пусть будет там 15 сантиметров у кисти, да, умножать на 1,9 плотность. Вот 28 петель. Это что-то я мало посчитала. Это прям детский рукав, да. Просто я вам для примера, девочки, вот 28 петель у вас будет в наборе участвовать, да. В общем, вот таким образом ваша плотность посчитанная будет влиять на ваше индивидуальное описание, на его составление. Вот таким образом я рекомендую вам использовать наш раппорт узора, распределить его вот таким образом. На большие размеры я все-таки думаю, что не нужно делать вместе круговое вязание. Я вообще круговое вязание не очень люблю, честно сказать. Не знаю почему. Наверное, все-таки это сила привычки. Вот, поэтому на большие размеры все-таки лучше вязать отдельно спинку и отдельно перед. Это и легче, и мне кажется, что иногда полотно бывает, знаете, вот так вот вяжешь, и оно вот как-то вот смещается в сторону, да, вот какой-то такой вот, не знаю, как это объяснить, в общем, все-таки пусть будет со швами. Это мое личное мнение, никому я его не навязываю. Просто высказываю из своего опыта. Мне не нравится вязать по кругу. Другое дело, если это, например, вяжется какой-то кардиган или кофточка поворотными рядами с планкой, да, тут совсем другое дело. Вот. Но это все на любителя. Так что вот так.
Я желаю вам, мои хорошие, связать этот шикарнейший узор, чтобы у вас все получилось. Не отступайте. Я знаю, что могут возникнуть трудности, особенно вот когда вы первый раппорт будете вязать. Но потом все налаживается, и вы уже более смело вяжете второй, третий, четвертый раппорты. В общем, здесь нет ничего такого. Главное, чтобы терпение. Ну а те, кто уже давно занимается вязанием, я думаю, имеет и опыт, и терпение. И все у вас получится. Я вам искренне желаю удачи, мои хорошие.